9 ноября – значимый день в истории тэквондо. Ровно 105 лет назад на свет появился основатель Чой Хон Хи. Каждый, занимающийся тэквондо, должен знать немного истории, откуда прорастают корни его боевого искусства. В этом видео познакомлю вас с биографией великого генерала. Родился 9 ноября 1918 года на территории нынешней Корейской Народно-Демократической Республики. Его детство и юность пришлись на период, когда Корея была оккупирована Японией. С детства будущий тэквондист отличался упорным характером, но имел слабое здоровье и часто болел. В 12-летнем возрасте мальчика отдали обучаться каллиграфии у одного из известнейших учителей, который в совершенстве владел традиционным и старинным боевым стилем тэкьон, в котором много ног. Слабое здоровье мальчика мешало изучению каллиграфии, и мастер стал учить его тэкьон. Будущий основатель боевого искусства в 1937 году был отправлен в Японию для продолжения учебы. К этому времени он стал искусным каллиграфом. Многочисленные победы на конкурсах каллиграфии являются тому подтверждением. Далеко продвинулся в области изучения тэкьона. Перед отъездом в Японию Чой вступил в горячую перепалку с профессиональным борцом, который пообещал при следующей встрече разорвать его на куски. Вероятно, одним из стимулов к дальнейшему изучению боевых искусств послужила эта угроза. Обладателем первого дана по карате молодой Чой стал уже через 2 года напряженных тренировок. Затем был промежуток времени, наполненный напряженными физическими и духовными занятиями. Сначала в средней, потом в высшей школе и в итоге в Токийском университете, по окончанию которого имел второй дан. Мысли о том, что необходимо возрождать древние корейские боевые искусства, появилась у Чоя в период времени, когда он много работал с традиционной корейской техникой ударов ногами. Техника карате и такён легли в основу современного тэквондо. Началась Вторая мировая война. Молодой лейтенант стал одним из основателей тайного общества, главной целью которого было освобождение Кореи. Это привело к тому, что Чой Хон Хи был арестован и почти 7 лет провел в заключении. В тюрьме упорный молодой человек не только тренировался сам, но и начал обучать боевому искусству других заключенных. Именно в период заключения Чоя был заложен фундамент того боевого искусства, которое в будущем получило название тэквондо. После капитуляции Японии в 1945 году Чоя Хон Хи освободили от заключения в тюрьме. И на следующий год его направили в армию Южной Кореи в качестве инструктора по физподготовке и рукопашному бою. Дальнейшая его жизнь была наполнена и самостоятельными тренировками, и обучением своих учеников. Но все же главным делом всегда оставалась работа по созданию нового стиля, который объединил бы все самое лучшее из традиционных восточных единоборств. Чой Хон Хи проделал огромную работу. Все его свободное время занимали изучение древних рукописей, беседы со старшими мастерами и постоянные встречи с представителями других школ. И вот 11 апреля 1955 года в Южной Корее была сформирована специальная комиссия, в которую вошли ведущие мастера, историки и известные деятели государства. Тэквондо получило официальное признание. Международная федерация тэквондо, в которую вошли Корея, Вьетнам, ФРГ, Малайзия, Сингапур, США, Турция, Италия и Египет, была создана 22 марта 1966 года. Чой Хон Хи был избран президентом Международной федерации и раз в 4 года переизбирался на следующий срок, оставаясь на посту до самой смерти. Чой Хон Хи возлагал большие надежды на единое корейское боевое искусство. Считал, что оно может стать способом объединения страны. В 1970 году Чой отправился в турне по 20 странам Южной Азии, Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. В каждой стране он проводил семинары для международных инструкторов. У основоположника нового боевого искусства постоянно были конфликты с властью. Поехавший на родину в КНДР, власти Южной Кореи обвинили генерала в государственной измене. В итоге, после событий 1972 года, он был вынужден переехать в Канаду, перевезя туда же и штаб-квартиру ИТФ. А на следующий год в Корее была создана Всемирная Федерация Тэквондо, ВТФ. На старости лет Чой продолжил тренироваться.
не обращая внимания на неизлечимую болезнь. Он показал личным примером, что всегда есть к чему стремиться и что исправить. Генерал до последнего боролся с болезнью. Несмотря на все попытки врачей спасти его, Чой Хон Хи, основатель тэквондо, умер 15 июня 2002 года в клинике Пхеньяня. Ему было 82 года. Перед смертью назначил кандидата, который заменил его на посту президента Международной Федерации. Он до конца остался верен тому боевому искусству, которое пропагандировал и развивал всю жизнь. Надеюсь, собранный мною материал вам понравился. Сообщите об этом своими реакциями и проверьте подписку на канал. Большего не прошу.